Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале MyDIY. Сегодня будет простенький проект. Сегодня буду делать скамейку для сауны. Выбираю подходящий материал, благо сухих досок мне уже сейчас предостаточно. Выбираю хвою. Сначала буду делать щит для сиденьки, размечаю материал и распиливаю на своей торцовочной доске. Далее нужно пропустить доски через рейсмус. Так как фуганка у меня пока нет, буду делать через свое приспособление, это дополнительная шина для рейсмуса. В одном из прошлых видео я уже рассказывал, как я подготавливаю доску для рейсмуса. Сегодня решил обойтись без клеевого пистолета, а выровнять доску электрорубанком. А потом вообще решил обойтись без своего кондуктора, потому что для производства этого изделия особенная точность не нужна. Доски в рейсмусе замечательно выровнялись, осталось их подготовить под склейку. Чтобы подготовить кромку доски под склейку, использую свое приспособление, это направляющая с ограничителем. Об этом способе я тоже недавно рассказывал на своем канале. Далее с помощью трубных струбцин и водостойкого клея склеиваю щиты. А пока щит сохнет, займусь ножками. Брус 50-ку пропускаю через рейсмус. На своей торцовочной пиле устанавливаю угол распила 5 градусов и диск наклоняю тоже на 5 градусов, чтобы ножки расходились немного для большей устойчивости. И закрепив импровизированный ограничитель с помощью струбцины, распиливаю ножки все в один размер. Перехожу к изготовлению царк. На распиловочном станке выставляю также 5 градусов наклона и распиливаю заготовку под царгу во всю длину. Перед торцеванием заготовок для царк убираю угол наклона пильного диска. На этой детали он не понадобится. И также с импровизированным упором делаю 4 царги. Тем временем щит высох и нужно будет его выровнять по всей длине. Для этого использую, конечно же, рейсмус. На торцевой каретке отпиливаю от щита все лишнее и придаю окончательную форму сидушки. На сидушке я решил сделать декоративный скос. Для этого на распиловочном станке устанавливаю угол 15 градусов и делаю большую фаску по всему периметру сидушки. Теперь берусь за ножки. Соединять я их буду на косой шуруп. Перед этим складываю всю конструкцию, представляю все детали, как они должны стоять. Делаю разметку под косой шуруп, чтобы ничего не забыть просверлить. Но, как всегда, что-нибудь да забуду. У меня есть замечательный китайский кондуктор, который я уже давно использую. И, в принципе, он меня всем устраивает. Но вот крепить его к детали не всегда удобно. Струбцины то и дело пытается соскользнуть. Говорят, у крэговских кондукторов струбцины помощнее будут. Кто пользуется, напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это. Перед сборкой обязательно шлифую все своей орбитальной шлифмашинкой с зерном 60 микрон.
А еще, чтобы ножки не махрились от частых передвижений, снимаю фаску шлифмашинкой. Перед соединением саморезами обязательно проклеиваю столярным клеем. Водостойкий у меня закончился на щите, так что буду использовать наш столярный. Надеюсь, скамейка выдержит влажности бани. Зажимая струбцины перед тем, как закрутить саморезы, я исключаю смещение деталей во время затягивания. Теперь начисто шлифую шлифмашинкой с зерном сначала 120, потом 180 микрон. Сидушку к ножкам также креплю с помощью саморезов, но перед этим обязательно промазываю клеем. После шлифовки вытираю ветошью, чтобы убрать остатки пыли. А вот покрывать буду полюбившимся мне маслом Мартьянов, потому что древесину нужно защитить хорошенько. Все-таки будет использоваться в экстремальных условиях. Остатки масла убираю бумажным полотенцем. Вот такая симпатичная лавочка получилась. Проект простой, подойдет для начинающих, но все-таки требует особой аккуратности и внимательности к деталям. Надеюсь, ролик был вам полезен. Подписывайтесь на канал, оцените лайком это видео и до новых встреч. Пока.